21 веке мир науки пережил прорыв, который многие считали невозможным. Удалось восстановить почти весь геном неандертальца, древнего человека, чьи останки пролежали десятки тысяч лет. Это событие не просто достижение, это окно в забытое прошлое, мост между нами и исчезнувшим родом. До недавнего времени считалось, что ДНК слишком разрушена временем, чтобы ее можно было прочесть. Но современные методики секвенирования, очистки образцов и алгоритмы реконструкции сделали невозможное возможным. Из обломков костей, зубов и фрагментов ископаемых тканей извлекли следы древней жизни. И получилось создать последовательность, почти целую цепь наследственного кода вида, который давно исчез. А что в этом удивительного? Геном показал черты иммунитета, строение костей, мышечной структуры и восприимчивость к патогенам. Оказалось, что многие участки этого древнего кода частично активны до сих пор у современных людей. Это открывает вопросы, что еще спрятано в этом коде, какие тайны в нем хранит эхо миллионов лет. Эта глава задает основу нашего рассказа. Мы стоим у порога великого открытия, и речь не о красивой истории, а о реальности. Далее мы шаг за шагом раскроем, как гены неандертальцев живут внутри нас, влияют, удивляют и иногда шокируют. Гибриды среди нас. Когда ученые впервые сравнили ДНК современных людей и неандертальцев, они ожидали увидеть различия, но вместо этого обнаружили поразительное совпадение. Определенные участки генома совпадали слишком точно, чтобы быть случайностью. Так родилось доказательство того, что наши предки вступали в близкий контакт с неандертальцами. Не просто сосуществовали, а оставили потомство. Оказалось, что люди европейского и азиатского происхождения несут от 1 до 3% неандертальской ДНК. Это не единичные случаи, а массовое явление, выявленное при сканировании геномов тысяч людей. Эти гены перешли к нам десятки тысяч лет назад, когда первые Homo sapiens покинули Африку и встретились с неандертальцами в Евразии. Что это значит? Мы не просто потомки современного человека. Мы гибриды. Наша эволюция шла не по прямой линии, а по сети пересечений, смешений и взаимного обмена. Неандертальцы не исчезли без следа. Их части живут в нас не как память, а как работающие фрагменты кода. Скрещивание происходило не единожды. Есть данные о множественных эпизодах контакта между популяциями. При этом в Африке таких генов почти нет. Подтверждение того, что обмен происходил за пределами континента, где зародился наш вид. Эти данные перевернули представление о человеческой истории. А дальше мы увидим, как именно эти древние гены повлияли на наш организм. Что мы унаследовали от них? Когда речь идет о генной памяти, у многих возникает вопрос. Это просто набор данных или реальное влияние на тело? В случае с неандертальцами ответ ясен. Их ДНК влияет на нас по сей день. Это не догадки, а результаты масштабных геномных исследований. Одной из ключевых областей стал иммунитет. Некоторые гены, доставшиеся нам от неандертальцев, повышают сопротивляемость вирусам и бактериям. Это давало преимущество в древности и дает его сейчас. Особенно у жителей Евразии, где микрофлора значительно отличалась от африканской. Еще один участок – кожа и волосы. Неандертальская ДНК повлияла на плотность волосяного покрова, пигментацию кожи и реакцию на солнечное излучение. Такие адаптации помогли выживать в холодном климате, где ультрафиолет был менее интенсивным. Есть и влияние на восприятие запахов, боли и даже поведения. Некоторые исследования указывают, что древние гены связаны с повышенной тревожностью, чувствительностью к боли и даже склонностью к ночному бодрствованию. Все это может быть результатом жизни в условиях постоянной опасности и необходимости выживать. Важно понимать, влияние не универсально. У одних людей эти гены активны, у других подавлены. Но сам факт, мы несем в себе работающие фрагменты древнего мира, и они продолжают участвовать в нашей биологии прямо сейчас. Болезни из прошлого. Не все, что мы унаследовали от неандертальцев, оказалось полезным. Некоторые гены, некогда полезные, в современном мире стали оборачиваться против нас. Это парадокс эволюции. То, что помогало выжить десятки тысяч лет назад, теперь может повышать риск болезней. Так, например, один из участков ДНК, доставшийся нам от неандертальцев, был связан с повышенной активностью иммунной системы. В условиях древнего мира, где инфекции были повсюду, это было преимуществом. Но сегодня, в более стерильной среде, та же активность может привести к аутоиммунным заболеваниям. От астмы до болезни Крона. Другие гены влияют на обмен веществ. Некоторые из них связаны с предрасположенностью к диабету второго типа. В древности, когда пища была ограничена, замедленный обмен был выгоден. Сейчас же, при изобилии еды, он стал фактором риска. Есть и связь с психическими состояниями. Определенные участки ДНК коррелируют с тревожными расстройствами и склонностью к депрессии. Это может быть следствием эволюционного отбора на повышенную настороженность в условиях дикой природы. Наконец, одна из самых обсуждаемых находок последних лет – влияние неандертальской ДНК на тяжелое течение COVID-19.
У носителей определенных фрагментов древнего кода заболевание протекает тяжелее. Это уже подтверждено на большом массиве данных. Так что древняя ДНК не просто реликт, а активный участник нашей жизни со всеми ее плюсами и минусами. Случай Торин. На юге Сибири, в пещере Чигырская, в 23 году археологи нашли скелет, который впоследствии назвали Торин. На первый взгляд, один из многих. Но анализ ДНК этого человека стал сенсацией. Он оказался прямым потомком родителей из двух исчезнувших человеческих видов. Его мать была неандерталкой, а отец — денисовцем, представителем еще одного древнего рода, чьи следы были найдены в той же местности. Это был первый в истории задокументированный гибрид между этими двумя ветвями. И не просто с примесью, он унаследовал почти равное количество ДНК от каждого. Этот случай опроверг представление о четких границах между видами. Гибридизация была не исключением, а частью жизни. Пещеры Алтая стали перекрестком, где пересекались популяции, делились генами и, вероятно, культурами. Но генетический анализ показал и другое. Линии неандертальцев и денисовцев уже тогда были в упадке. Гены показывают следы узких бутылочных горлышек, периодов, когда численность видов резко сокращалась. Это значит, что Торин мог быть одним из последних в своем роде. Случай Торин не просто биологический феномен. Это доказательство того, насколько сложно и неожиданно шла эволюция. Вместо строгих границ — переходы, смешения, случайности. И это лишь одно из открытий, которое ожидало своего часа в глубинах Земли. Сенсация Денисовой пещеры. В сердце Алтая, в глубинах Денисовой пещеры, археологи нашли древний фрагмент кости. Ничто не предвещало революции. Но генетики извлекли из него ДНК, и оказалось, это принадлежало ребенку, представительному новому виду — денисовцам. Это открытие изменило всю парадигму человеческой эволюции. Денисовская ДНК оказалась необычной. Некоторые ее участки до сих пор встречаются у людей в Азии и Океании. Это не случайность, а след скрещиваний с нашими предками. То есть денисовцы и неандертальцы, разойдясь по эволюционным веткам, все же вступали в контакт и оставляли потомство. Один из самых интересных примеров — ген, дающий устойчивость к низкому уровню кислорода. У людей Тибета он связан с выживанием на высотах, где кислорода мало. Этот приз древности постоянно обсуждают. Возможно, он был доставлен именно через генетику денисовцев. Важно подчеркнуть, денисовцы и неандертальцы — разные виды, но границы между ними не были непробиваемыми. В некоторых регионах их популяции пересекались, образовывая гибриды и смешанные ветви. Денисовая пещера стала символом того, что человечество — не линейная ветвь, а древо с множеством отростков. Гены неандертальцев и денисовцев перекочевали в нас, и эта история переплетена с историей нашей ДНК. Карта древней крови. Распространение неандертальской ДНК по современному миру — это не рандом. Генетики создали карту, на которой видно Европа и Азия, точки концентрации древнего наследия, тогда как в Африке такие следы редки. Это подтверждает, что гибридизация происходила после миграции Homo sapiens из Африки. Но распределение фрагментов ДНК варьируется. В Восточной Азии и Юго-Восточной Азии встречаются сегменты, отсутствующие в Европе. Это говорит о том, что скрещивание происходило не единоразово, а в разных местах и эпохах. У коренных народов Океании обнаруживают следы неандертальской и денисовской ДНК одновременно. Это сложный генетический узел, отражающий взаимодействие древних миграций, смешение групп, географических границ. Но интереснее всего отсутствие многих этих генов у африканцев. Внутри Африки они почти отсутствуют, что говорит, контакт начался уже после выхода из нее. Карта древней крови — это не просто карта наследия. Она показывает пути миграции, климатические адаптации, смешение культур и ту самую смену эпох. Она доказывает, наше прошлое сложнее, чем казалось. Как ДНК выжила десятки тысяч лет? Молекулы ДНК — хрупкие структуры. Влага, микробы, тепло — все разрушает их. Удержать ее в живом состоянии десятки тысяч лет — почти чудо. Но в определенных условиях это реально. Пещеры с постоянной прохладой и сухим воздухом — идеальные хранилища. В Сибири, Альпах, Кавказе такие архивы природы порой сохраняли ДНК лучше, чем любые лаборатории. Эти пространства не допускают резких перепадов температуры и чрезмерной влажности. Лабораторные методы добавляют магию. Сначала очистка от современного загрязнения, человеческой ДНК, бактерий, пыли. Затем амплификация и алгоритмы, которые угадывают недостающие фрагменты. Фрагменты соединяют, фильтруют шумы, восстанавливают оригинальные последовательности. Иногда образец — смесь ДНК разных особей или видов. Ученые фильтруют лишние следы, проверяют консистентность, но даже тогда удается собрать мозаику. Не каждая кость годится. Качественный образец должен быть защищен природой и минимально подвержен разрушению. Только такие остатки позволяют услышать голос прошлого через тысячелетия. Где нашли неандертальцев? Неандертальцы оставили следы по всей Евразии.
Их останки, инструменты находят в пещерах Западной Европы, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и даже в северных регионах. Каждый уголок дает новую деталь картины. В Ираке пещера Шанидар с останками, свидетельствующими о заботе о больных. Балканские и Карпатские пещеры – богатые слои культурных артефактов. В Испании и Франции – высокие концентрации костей и костей животных. В Крыму и на Кавказе российские археологи нашли целые комплексы – жилища, оружие, следы огня. В Центральной Азии, на Узбекистан, Казахстан находят комплексы, где пересекаются культурные признаки. Особая роль Алтая – там пересекались пути неандертальцев, денисовцев, сапиенс. Эти места стали горячими точками генетических взаимодействий. Каждый фрагмент, каждая пещера — это как страница древней рукописи, которую мы медленно читаем и восстанавливаем. Археология и ДНК — дуэт, из которого рождается история. Они были другими. Неандертальцы не просто предки, а самостоятельный ветвевой путь с особенностями. В геноме видно, они адаптировались к климату, питанию, вызовам своего времени. Их лицевые структуры, широкие скулы, мощные челюсти, носовые проходы для прогрева холодного воздуха — все особенности отражают среду. Генетика подтверждает, эти черты не случайны. Мускулатура и кости мощные, плотные. Они жили в условиях, где тело должно было выдерживать нагрузку, холод, добычу. Гибкость была на втором плане, метаболизм — другой. Некоторые гены показывают, что они обрабатывали жир и энергию иначе, чем мы. Это было важно там, где пищи было недостаточно. Сенсорная чувствительность, реакция на раздражители, восприятие. Вероятно, у них были усиленные сенсорные каналы, запахи, слух, ориентация в пространстве. Итак, они были иные. Не менее совершенны, просто адаптированы под другие задачи. Их инаковость — не признак слабости, а свидетельство выживания в своих условиях. Неандертальцы не были тупыми. Многие десятилетия неандертальцев изображали как примитивных, едва мыслящих существ. Но археология и генетика опровергли этот образ. Мы больше не можем считать их тупиковой ветвью. На стоянках неандертальцев находят сложные орудия, скрепки, наконечники, инструменты из кости. Эти вещи требуют планирования и точности. Более того, в пещерах обнаружены следы краски, перьев, украшений. Есть даже следы, напоминающие рисунки. Все это признаки символического мышления. Анализ черепов показывает, их мозг был по размеру сравним, а иногда и больше человеческого. Участки, отвечающие за речь, были развиты. Гены, такие как FOXP2, отвечающие за способность говорить, присутствовали. Вероятно, они умели разговаривать. Есть и социальные доказательства. Найдены останки с тяжелыми травмами, сломанными костями, ампутациями, износом. Люди с такими повреждениями выживали, значит, за ними ухаживали. Это свидетельство заботы, эмпатии и взаимопомощи. Неандертальцы жили группами, передавали знания, взаимодействовали. Их мир был другим, но не менее сложным. Они были не тупыми, а иначе умными. И это делает их исчезновение еще более загадочным. Почему такой развитый вид ушел? И почему остались мы? Почему они исчезли? Исчезновение неандертальцев — один из самых загадочных моментов в истории человечества. Они жили десятки тысяч лет, создавали инструменты, осваивали Европу и Азию и все же исчезли. Почему? Первая версия — климат. Время их исчезновения совпадает с резкими колебаниями климата, оледенение, засухи, нехватка пищи. Однако ранее они уже переживали суровые периоды. Почему в этот раз не выжили? Вторая версия — конкуренция. Homo sapiens был более гибким, имел лучшую организацию и, возможно, более развитую систему общения. Его группы были многочисленнее, быстрее осваивали новые ресурсы. Постепенно сапиенс вытесняли неандертальцев с территорий. Третья теория — ассимиляция. Мы уже знаем, что сапиенс скрещивались с неандертальцами. Возможно, не было вымирания, а было слияние. Просто исчезли как отдельная культура, растворившись в нас. Но есть и четвертая причина — генетическая. К концу своего существования численность неандертальцев резко сократилась. Их популяции стали изолированными, а генофонд однообразным. Это привело к вырождению, мутациям и утрате адаптивности. Скорее всего, сыграли все факторы сразу. Неандертальцы исчезли не потому, что были слабы. Они просто оказались в проигрышной позиции перед новым, более гибким видом. Правда, происхождение. После десятилетий исследований стало ясно, неандертальцы не ошибка природы, а часть великой истории эволюции. Они были нашими братьями, соседями, иногда партнерами. Их ДНК живет в нас. Генетика показала, современный человек несет от 1 до 3% неандертальской ДНК. Это не случайность, а следствие пересечений, браков, обмена. Мы не прямые потомки Homo sapiens, а гибриды с общим древним прошлым. Неандертальцы дали нам больше, чем мы думали. Иммунитет, адаптации к климату, возможно, даже культурные навыки. Мы взяли у них многое и продолжили путь. Их исчезновение не означает, что они проиграли. Часть их крови в нас.
Часть их мира в нашем сознании. Они не исчезли, они стали частью нового вида. Сегодня мы можем смотреть в зеркало и знать, где-то в нас живет неандерталец. Его наследие — это не только кость в музее, но и гены в клетках. Это не романтика. Это факт. Правда о происхождении такова. Человек — это результат множества линий, сплав разумов, тел, культур. И без неандертальцев нас бы не было. Они не просто ушли. Они остались в нас.